чем связана дряблость кожи шеи и как мы можем ее устранить. Сегодня в видео мы поговорим об особенностях строения кожи в области шеи, поговорим о взаимосвязи между шеей и щитовидной железой, какие процедуры можно выполнять, какие нельзя, можно ли выполнять процедуры, если у вас есть какое-то патологическое состояние щитовидной железы, поговорим о домашнем уходе, о косметологических процедурах, а также в самом конце я отвечу на часто задаваемые вопросы. С чем связана потеря эластичности кожи шеи и формирование заломов на ней? Существует несколько причин. Первая причина – это нормальный физиологический процесс старения кожи. С годами уменьшается синтез эластина и коллагена, и кожа становится менее эластичной. Второй причиной является фотостарение кожи. Третье – это то, что в течение жизни мы активно ухаживаем за кожей лица, но совсем не обращаем внимания на кожу шеи. Также на состояние кожи шеи влияет осанка и сутулость. И хочу вам сказать один интересный факт о том, что, например, кожа в области локтей, коленей, области декольте, шеи и вокруг глаз – это самая тонкая кожа с минимальным количеством подкожной жировой клетчатки. Именно поэтому в первую очередь стареют эти области. Давайте поговорим о кольцах Венеры. Кольца Венеры – это горизонтальные заломы на коже шеи. Они формируются в результате нескольких причин. Это может быть связано и с резкой потерей в весе, это может связано быть с низкой увлажненностью кожи, что кожа тонкая, что минимально выражена подкожная жировая клетчатка. Но самая частая причина – это генетическое наследование подобного признака. Кольца Венеры. Очень красивое название. Венера – это древнегреческая богиня любви и красоты. К сожалению, мы не можем посмотреть на фотографии или зарисовки этой богини, но мы можем взглянуть на скульптуры. Например, Венера Милосская. Если вы посмотрите на ее длинную изящную шею, вы увидите на ней те самые горизонтальные заломы. О чем это говорит? Это говорит о том, что ранее кольца Венеры считались признаком красоты. Итак, как мы можем вернуть эластичность кожи и шеи и убрать заломы? В кабинете врача-косметолога можно выполнять как инъекционные, так и аппаратные методики. Из аппаратных методик очень хорошо себя показал игольчатый РФ-лифтинг, лазерная шлифовка, например, смаз-лифтинг. Все эти процедуры прекрасно стимулируют процессы неоколлагенеза и запускают в работу фибробласт. Также прекрасно работают и инъекционные методики, такие как, например, биоревитализация. Это введение внутрикожной и подкожной препарата на основе гиалуроновой кислоты. Мезотерапевтические методики. Мезотерапия – это введение также препарата на основе гиалуроновой кислоты, но в комплексе с различными витаминами. И, например, PRP-терапия. Это когда врач инъецирует в кожу плазму, богатую тромбоцитами, и плазму, бедную тромбоцитами. Все эти процедуры инъекционные увлажняют нашу кожу, питают, стимулируют, дарят ей омоложение. Также одной из самых эффективных методик является введение филлера на основе гиалуроновой кислоты непосредственно в сами кольца Венеры. За счет этого происходит поднятие дна залома, и вы видите результат уже даже после процедуры. Только с помощью домашнего ухода мы не сможем избавиться от колец Венеры, но мы можем профилактировать их появление, использовать ортопедическую подушку, долго не сидеть в телефоне, следить за осанкой и не читать лежа. И помните, в избыточности ткани теряется эффективность любых процедур. Не запускайте ситуацию и вовремя обращайтесь к врачу. Кожа шеи очень тонкая, и под ней находится минимальное количество подкожной жировой клетчатки. Именно поэтому с ней нужно работать аккуратно и деликатно. Также следует помнить, что в области шеи находится щитовидная железа. Она находится в нижней трети шеи. И когда врач производит какую-либо аппаратную методику, а это тепловое воздействие, нужно работать очень аккуратно, обходя эту зону. То есть мы можем смело работать в подчелюстной зоне и на боковых поверхностях шеи.
Какие же методики будут максимально эффективны? Это, например, игольчатый РФ-лифтинг, биоревитализация, введение полимолочной кислоты, а также, как вишенка на торте, это будет работа с ботулиническим нейропротеином. Также не стоит забывать об аппаратной методике, как лазерная шлифовка, и о введении препаратов коллагена внутрикожно, таких, например, как микроколлоз, или коллоз 7% или коллоз 15%, или препарат нити. Все эти препараты очень хорошо работают с качеством кожи и обеспечат ее молодость на будущие годы. А сейчас мы поговорим о домашнем уходе за кожей в области шеи. Умывать ее нужно 2 раза в день мягкими очищающими средствами в виде пенки или геля. Абразивные средства можно использовать 1-2 раза в неделю. Это, например, энзимная или рисовая пудра. Также нужно увлажнять кожу шеи утром и вечером. При выходе на улицу необходимо использовать SPF-средства. Ваш рацион должен быть богат витаминами и минералами, а также соблюдайте водный баланс. На самом деле нет четких критериев, так как мы все с вами очень разные. У нас разные типы кожи, разные типы старения кожи, разные морфотипы. Мы используем с вами разный домашний уход. И поэтому четко ответить на этот вопрос невозможно. В 20, 30, 40 или 50 лет вам нужно обращаться к врачу-косметологу. Обращайтесь к врачу-косметологу тогда, когда у вас есть показания для работы с этой областью. А теперь я отвечу на несколько вопросов, которые задали мне мои пациенты. Можно ли избавиться от морщин на шее естественным путем? К сожалению, нет. При помощи домашних средств вы сможете только лишь увлажнить кожу, то есть поработать с ней поверхностно. Для того, чтобы работа была эффективной, вам необходимо обратиться к врачу-косметологу. Нормально ли, что у меня в 20 лет уже есть морщины на шее? Да, это нормально. Вы, наверное, имеете в виду те самые кольца Венеры, которые могут генетически передаваться, то есть быть как генетическая предрасположенность. Помогают ли массажи от заломов на шее? Массажи не помогают от заломов на шее. Они улучшают кровообращение, улучшают лимфоток, то есть действительно они влияют на качество кожи, но при помощи массажей от заломов вы не избавитесь. На моей шее много новообразований. Можно ли мне делать аппаратные процедуры? Если у вас на шее много новообразований, для начала вам необходимо посетить врача-косметолога или дерматовенеролога или врача-онколога с точки зрения того, чтобы дифференцировать эти новообразования, то есть понять, что находится у вас на шее. Если это доброкачественные новообразования, их много, например, папиллома кожи, то я бы рекомендовала сначала их удалить, дождаться полного восстановления тканей, а потом уже работать с качеством кожи. Если же это невусы, то есть родинки, то при работе на аппаратах врач будет их обходить. И таким образом воздействие на ваши родинки никакого производиться не будет.